Друзья, всем привет! Сегодня 2 мая. Перед этим я буквально за 2 дня посмотрел улья. На камеру ничего не записывал. Хотел посмотреть обстановку по ульям. Отстраивают вощину, которую я им ставил. Еще не до конца они ее отстроили. Но один улей, который 4-й у меня, там агрессивная пчела. В зиму они шли, где-то было около 10 рамок, поэтому гнездо я им расширил до конца и вижу, что где-то около 5-6 рамок сплошного печатного расплода. Это говорит о том, что буквально через дней 7-8 будет выходить большой объем пчелы. И я понимаю, что если я сейчас им не нагружу работой, так как в том году раев не было, не роились пчелы, то, возможно, эта семья может надумать и роиться. Гнездо полное. Вижу, что носят какой-то весенний нектар. Сейчас цветет груша. Отцвел абрикос. Цветет вишня. Ну и разнотравья хватает. Поэтому сегодня я решил, что в эту семью, в одну, чтобы когда будет выходить расплод, я поставлю магазин. И в магазин им добавлю на отстройку несколько рамок. Даже если матка подымется и подсеет где-то мне магазинные рамки, ничего страшного, до конца мая, я думаю, что начало июня пчела через 21 день выйдет, и они могут залить дальше потом медом и запечатать. Поэтому не буду никакие разделительные решетки ложить. Для того, чтобы как-то сэкономить время, приобрел я уже готовые нарезанные части рамок. Сегодня собираю вот магазинные рамки такого плана. Здесь у меня было куплено около 100 штук заготовок боковинок. Под магазинные 145 рамка, это евро рамка. Единственное, что у меня к этим боковинкам я не приобрел верх и низ. Ну, заготовки я нарезал на своем станке предварительно. И для укомплектования одного магазина изготовил вот 3,6-7 рамок магазинных. Чтобы сейчас натяну нить, еще сделаю навощу вощиной. И чтобы новые поставить им этой семье 4-й в магазин. Пускай они их отстраивают. И буду понемножку уже наводить порядок по магазинам. Делать однотипные рамки. Для этого также для гнездовых я приобрел 300-е рамки. Это верхняя поперечина. Заказывал я у человека, конечно, боковые направляющие евро. Но не получилось у него сделать евро, не было заказа. Отдал мне обычные. Вот 100 штук обычных, это на 50 рамок. В принципе, я прикинул, что один раз приобретая 100 штук, этого мне хватит на ближайшие 2-3 года. Большого расширения пасеки я не планирую. Максимум может быть до 5 семей. Ну, мне вот этих рамок, что магазинных евро, что гнездовых 300-х, мне хватит на 2 года. Поэтому сейчас вот собираю, вкратце покажу, как собирается 145-я. Заготовки вставляются, сбиваются гвоздями. Низ. Здесь они идут засверленные отверстия на 2 нити. И протяну нить и навощу 6 рамок. До этого вот я приобретал для себя, для размерного типа посмотреть заводского исполнения на станках еврорамка. Вот так вот она выглядит. Ну, здесь есть уже занижение, как в боковины сделаны, вот перекладинка, так и верхнюю часть идет. Ну, это очень сильно долго. Если для себя буду сам изготавливать, буду делать обычные такого вот плана рамки.
Сейчас покажу. Вот 300, она идет без выборки снизу, сверху. Идет верхняя часть, которая вот степлером можно будет в будущем стыковать. И добавляется нижняя планочка, которая идет снизу. Все, и вот таким вот, вот так вот будет выглядеть 300 рамка. Конечно, хотелось еврозамок, он как-то немножко усилия дает. Вот, если брать еврозамок, вот так вот заходит, чтобы не поломать. И становится заподлицо. В принципе, как бы хотел себе еврорамки, я думаю, в будущем, может быть, или сделаю, или закажу. Поэтому сейчас доделываю магазинные рамки, закреплю на них вощину и пойдем устанавливать магазин. Что еще увидел на предыдущем осмотре? Одна семья у меня, как сказать, матка трутневка или отрутневела, слишком много трутневого расплода. В принципе, эта семья, в том году я тоже много трутня было по весне. Я видел, что она гонит некоторые рамки, даже убирал из гнезда, чтобы трутневые. В этом я увидел ситуацию то же самое. Как бы обидно то, что когда подставляешь новую вощину, часть отстраивают под личинку, под пчелу, а часть отстраивают под большую трутневую ячейку. Как бы тем самым портя саму рамку гнездовую. Поэтому принял я решение, что, наверное, я все-таки в этом году полностью закажу не 2, а 3 матки Бакфаст и произведу замену 3 маток этих оставшихся семей, чтобы у меня уже на пасеке были только Бакфаст. По порядку у них как-то в гнезде лучше, плюс пчела не такая агрессивная. Ну а по работе посмотрим уже на этот год, как они будут работать. Думаю, что в ближайшую неделю я все гнезда укомплектую магазинами. Есть у меня в наличии уже готовая сушь магазинная. Это упростит мне как бы комплектование. Буду устанавливать одну рамку готовой суши и одну рамочку с новой вощиной, чтобы какой-то был обмен. Сушь с прошлого года я просушивал в гнезде, видел видео на YouTube. И благодаря этому, не знаю, некоторые пишут, что моль заводится. Нет у меня моли по весне. Вижу, само собой, рамки буду осматривать. Ну, вижу, что с ними все в порядке. Поэтому сейчас доделаю магазинные рамки и буду ставить магазин. Еврорамка хороша тем, что вот эти вот занижения, в которые входят верхняя планка и нижняя, они дают ограничения и, наверное, не дают возможности, чтобы повело рамку. Доделаю последнюю рамку, сбиваю и буду натягивать проволоку. Все, вот у меня получилось. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 рамочек. Это вот покупная. 7 рамок. Магазин ставится, если я не ошибаюсь, 12 рамок. 14 или 12 рамок. После того, как сбил и собрал рамки, следующий этап — натяжение проволоки.
Спасибо, конечно, хорошему человеку, который мне с пчелофермой отдал много еще старого и необходимого. В данном случае это такая вот, пусть даже немного с ржавчиной, катушка проволоки. Проволока толщиной где-то 0,7 или 0,8 миллиметра. Желательно, конечно, использовать для натяжения проволоку с нержавейки. Ну, чтобы натягивать, нам понадобится проволока, кусачки, молоток, ножик. Такой вот натяжитель я купил. Покажу, как он используется в дальнейшем. И степлер. В принципе, все. Ничего сложного. Со временем, может быть, при большом количестве изготовления рамок, можно сделать какую-то стационарную крепеж, держалку, чтобы поджимать здесь планки и все остальное. Но на сегодняшний день мне достаточно того, что у меня есть. Я беру проволоку. Я уже подготовил часть рамок. И сейчас вкратце расскажу. Беру проволоку. Так как она немного здесь у меня с ржавчиной, зачищаю один край от ржавчины. Все, берем нашу рамочку. И в проделанное отверстие в боковинах вставляем проволоку. Тяну эту проволоку до следующего. Заправляю. Опять же, есть отверстие, возврат делаю. Вставляю. «145-я рамка, идет 4 отверстия, 2 с одной стороны, 2 с другой. Получается 2 нити натяжения. Этого достаточно для удержания вощины. После того, как я продел в отверстие, фиксирую на боковой части планки при помощи степлера один край. Зафиксировал. И произвожу натяжение нити. Натяжение нити произвожу в ручном режиме. Даю небольшую натяжечку. Делаю это все в перчатках, так как чтобы не резать пальцы. И дополнительное натяжение еще делаю вот ножиком. Как бы прослабление вот этой первой нити. Все, с большего натянуто. Потом заворачиваю опять же на рамку, на бок. И креплю опять же при помощи степлера. После того, как закрепил, откусываю часть, чтобы завести ее в отверстие, чтобы она не кололась. Все. Получилась вот рамка у нас с натянутой нитью двумя. Так как я использую еще старую, оставшуюся мне по наследству, есть небольшая ржавчина. Ржавчину я снимаю при помощи ножа. После того, как снял ржавчину, у нас как бы нити прослаблены. И здесь вступает в работу вот такой вот ручной натяжитель с 2 роликами, который формирует волну и при этом натягивает нить. Выглядит это так. Раз. 2. И у нас натягивается нить, и она начинает играть как струна. Такое получается натяжение. Если нить не натянута, вот она прослаблена,
После натяжения раз, два. Слышите разницу? Все. Натяжение нити важно для того, чтобы вощина потом ровнее ложилась на нее, не было искажения, кривизны, и пчелы будут ровно застраивать. Сделал я все эти 7 рамочек. Следующим этапом сейчас буду крепить на них вощину. После того, как закреплю вощину, пойдем устанавливать магазин. Следующим этапом, после того, как мы натянули проволоку, это закрепить вощину на рамке. Для этого нам понадобится такая вот платформа, обычная дощечка, на которую будет за подлицо ложиться рамка, вощина, нож для пиццы, блок питания. Желательно 9-вольтовый, но я использую 5-вольтовый. И планка для нарезания вощины какая-то, либо линейка. Берем рамочку. Берем лист вощины. Вставляю в рамочку. И смотрю, помечаю, где мне нужно обрезать. Беру направляющую планку. Все аккуратно отрезается. Смотрим планочку. Чуть-чуть большевато, можно поменьше. Ну, я думаю, закреплю ее. Все. Берем следующую планку. Все. Получается, вот полностью у нас будет рамка. А этот остаток можно будет использовать где-то, может быть, даже на ловушке. Пока не выкидываю такие кусочки, вот пару лент получается. Доволен я, что я использую собственную вощину. Отпала у меня потребность приобретать ее, покупать. Получились вот такие рамки. Сейчас будем навощивать. Заняло это немного времени. Креплю вощину при помощи короткого замыкания. Берем нашу подставочку. Ложим на него лист вощины. И сверху ставим нашу рамочку. С одного края плюс, с другого минус. И при коротком замыкании происходит нагрев нашей нити. Нить расплавляет воск и утапливается в вощину. Все, вощина закрепляется на проволоке и надежно держится. И пчелки потом отстраивают на ней соты для сбора нектара.
Вот такая вот красивая рамочка получается. Остальные рамки произвожу также аналогично. Получилось у меня сделать 7 рамок. Все, эти рамки полностью готовы для установки в магазины. Не надо их ни термическая обработка, так как тут новое свежее дерево. И дело осталось за малым. Пчелкам выстроить вот такую вот сушь и принести в нее нектар запечатать. Подготовился я в эту семью поставить магазин. И заодно в том году мне было неудобно, что немного края борта не нарощены, там где магазинная зона. И пчела вот между бортами и магазинами в основном всегда там скапливалась, другой раз находилась, пока приходилось выгонять. Сейчас я на скорую руку с пеноплекса добавил такие вот периметры, поднял портал до высоты, где крышка фиксируется. И сейчас будем ставить магазин, разожгу дымарь и будем ставить магазин. Я думаю, что начинающим пчеловодам хочу от себя лично посоветовать, с чем столкнулся. Много видел, насколько полезно там шишки, полынь. Я этого не отрицаю. Но другой раз просто за нехватки времени и не успеваешь, достаточно купить дымарь и обычный лоток с-под яиц. Вполне сходит для того, что очень хорошо разгорается и потом дымит. И пчелам от него, по идее, вреда не должно быть. Поэтому, как это быстро делается? Оторвали лоток, скомкали несколько кусков. В принципе, мне на одну семью осмотра сегодня вот 2 кусочка этих вполне хватит. Потом есть, как у всех, газовая горелка, зажигалка. Просто запаливаем этот лоток немного, буквально 20-30 секунд. Все, он задымился. Закрываем дымарь. И наш дымарь уже готов к работе. Вы заметили, что это заняло буквально 1-2 минуты для того, чтобы распалить и уже начать работу. Все, сейчас приступим. Буду показывать, как ставлю магазин, и будем наполнять его рамками. Для того, чтобы не подавить пчелу, ее немножко нужно согнать сверху, поставить магазин и потом дополнять рамками. Сверху я им положу прошлогодний холстик, и уже без пленки. Я не думаю, что будут холода такие большие. Вижу, что семья уже выпаривает мед, который наносила в улей. И сверху положу холстик и на него теплую подушку. Какая-то вентиляция через ткани будет проходить. А сам целлофан я уже уберу в этом улье. Сегодня ветреная погода, поэтому буду все оперативно стараться делать. Есть вот какие-то жучки ползают, паучки. Вижу вот полные улочки. 1, 2, 3, 4, 5. Здесь, здесь, здесь. И даже здесь вот уже пчелы себя ищут место. Я думаю, что уберу уже эти полоски пока сверху. Попозже сюда хочу добавить еще полынь. Так, магазин. Ну что, начнем. Девчонки, извиняйте, что буду беспокоить немножечко.
Вы видите, что пчелы много. Относительно спокойно. Все, ставлю вот такой вот магазин. Загудели немножечко. Не буду сильно их кумарить. Как я говорил ранее, буду чередовать. Ставить сушь. Ну, обычно они застраивают всегда середину. Носят мед. Поэтому в края тоже буду ставить сушь. Буду чередовать. Новые рамки чем хороши? Они у меня с плечиками. Вот вам и злая семья, но пока она у меня в лидерах, потому что и в том году она хорошо отработала. Вот моя рамочка. Может, мне еще и придется донести немного. 14 рамочек сюда становится. Да, сейчас я схожу, еще принесу две рамочки с сушью. Все, друзья, смотрите. Пчела обсиживается внутри. Вышли, им немножко свободнее стало. Изучают, смотрят объем работ. На удивление она спокойная. Меня это радует. Может быть, я уже их приручил, или они ко мне привыкли. Сейчас все, я это накрываю холстиком. Прошлогодние холстики их. Вот еще как бы один день я посвятил, в этом году хоть и реже, но все равно посвятил пчелоферме. Ситуацию мониторить надо. Еще не сталкивался с роением, не знаю, возможно в жизни и с этим столкнусь. Но за сегодня я доволен, что я проделал такую работу. Попробовал сделать, изготовить 7 рамочек 145-х магазинных. В принципе, все делается, ничего сложного нету. Единственное, опять же, ресурс и время. Поэтому такие вот вещи нужно переходить как-то планово на зимний период, чтобы уже весной не заниматься изготовлением. А посмотрел, проанализировал состояние семьи, сделал какие-то определенные работы и отдыхаешь. В то время, когда пчелы собирают нектар, пыльцу и развивают свои семьи.
Друзья, кому мое видео интересно, полезно, заходите на канал, подписывайтесь, пишите комментарии и до встречи в новых видео. Всем пока-пока, с вами был я, Сергей Лашкевич.